Привет, Арми. Позвольте мне спросить вас кое-что. Не как фанатов. Не как зрителей. А просто как людей. Вы когда-нибудь представляли, что на самом деле происходит, когда гаснет свет на сцене? Когда затихает последняя нота? Когда аплодисменты медленно растворяются в ночи? Когда стадион пустеет? И возвращается тишина? Потому что мы всегда видим начало шоу. Улыбки. Смех. Фейерверк. Совершенство. Но мы почти никогда не видим, что происходит потом. За занавесом. За стенами. За масками. И сегодня мы отправимся туда. В историю, которая не должна была быть рассказана. Историю, которая вырвалась наружу не через заголовки, не через скандалы, а через тихое признание того, кто даже не должен был быть ее частью. Признание от малыша Лруа. И каким-то образом это одно признание лишило Чингука дара речи. Все началось с простого вопроса. Почему международная звезда вдруг заговорила о слезах Тэхёна? Почему именно сейчас? Зачем раскрывать что-то настолько личное, настолько хрупкое, настолько человечное? Потому что то, что он увидел той ночью, не было чем-то, что фанаты должны были когда-либо увидеть. Ни камерами, ни менеджерами, даже самыми близкими ему участниками группы. Только тишина. И тени. Представьте себе. Лос-Анджелес. Холодная ночь. Такой холод, который не кусает кожу, а тихо проникает в кости. Внутри звукозаписывающей студии все еще горит свет. Мягкий желтый. Тусклый. Усталый. Оборудование разбросано по комнате. Полупустые кофейные чашки. Наушники лежат на стульях. В воздухе витает запах долгих часов и незаконченных мелодий. Это должно было быть просто очередное сотрудничество. Чингук. Малыш Лруа. Музыка. Смех. Творчество. Ничего необычного. Ничего драматичного. Просто два молодых артиста, создающих песни. По крайней мере, так думали все. Потому что для мира Чингук — это сила. Энергия. Уверенность. Золотой Макне. Тот, кто, кажется, никогда не сломается. А Тэхён? Тэхён — это тепло. Харизма. Красота, которая кажется почти нереальной. Человек, чья улыбка способна успокоить миллионы. Вместе они выглядят непобедимыми. Словно ничто не может причинить им боль. Словно боли в их мире вообще не существует. Но реальность никогда не была такой. Во время короткого перерыва между записями все изменилось. Музыка не играла. Голоса не звучали. Только слабое жужжание кондиционера. Тот тихий момент, когда все слишком устали, чтобы разговаривать. Именно тогда Лруа заметили кое-что. Тэхёна не было в комнате. Сначала ничего странного. Может быть, свежий воздух. Может быть, телефонный звонок. Может быть, просто разминает ноги. Нормально. Совершенно нормально. Но прошли минуты. Потом еще минуты. Тэхёна все еще не было. И что-то показалось не так. Не громко. Не драматично. Просто неправильно. Как будто сам воздух стал тяжелее. Поэтому Лруа вышли. Прошли по коридору. Длинному. Узкому. Едва освещенному. Только один слабый потолочный светильник мерцал сверху. А в дальнем конце кто-то сидел один. Спиной к стене. Голова опущена. Плечи слегка дрожали. Это был он. Ким Тэхён.
Не мировая суперзвезда. Не Ви из BTS. Не самый красивый мужчина в мире. Просто молодой человек. Сидел один. В темноте. Сначала Лруа подумал, что он просто устал. Изнеможение. Смена часовых поясов. Слишком много работы. Но потом он увидел это. Слеза. Медленно падающую. Потом еще одну. Потом еще одну. Тишина. Ни звука. Ни рыданий. Просто слезы тихо текли, словно их слишком долго сдерживали. И почему-то эта тишина ранила сильнее любого плача. Потому что это не было драматичным. Это не было попыткой привлечь внимание. Это было не для того, чтобы кто-то видел. Это было реально. Не прикрыто. Нефильтрованная боль. Такая боль, которую люди показывают только, когда думают, что никто не смотрит. И вот что разбивает сердце больше всего. Чингук не знал. Совсем не знал. Человек, который вырос вместе с ним. Совместные сцены. Совместные перелеты. Совместные гостиничные номера. Совместные мечты. Не знал. Представьте себе. Быть так близко к кому-то, и при этом не слышать о самой большой буре внутри. Как это вообще возможно? Но, может быть, именно это и делает слава. Она учит тебя слишком хорошо прятаться. Потому что айдолам нельзя ломаться. Им нельзя выглядеть слабыми. Им нельзя говорить «я устал». «Я перегружен». «Я не могу сегодня этого сделать». Нет. Они улыбаются. Всегда. Даже когда у них тяжело на сердце. Даже когда ожидания давят на грудь. Даже когда им трудно дышать. Они улыбаются. Потому что миллионы смотрят. Потому что миллионы зависят от них. Потому что мир называет их совершенными. А совершенство не плачет в коридорах. Лруа сказали, что Тэхён прошептал что-то той ночью. Тихо. Едва слышно. Об ожиданиях. О давлении. Ощущение, будто каждый шаг, каждая нота, каждый вздох несут в себе бремя миллионов людей. Представьте себе такую жизнь. Никогда не позволено ошибаться. Никогда не позволено исчезнуть. Никогда не позволено просто быть человеком. Просто Ким Тэхён. Не Ви. Не айдол. Не легенда. Просто он. Когда Лруа позже рассказали Чингуку о том, что он видел, что-то внутри Чингука треснуло. Он не кричал. Не спорил. Не отрицал. Он просто замолчал. Слишком замолчал. Такая тишина. Это звучало громче крика. Его обычное светлое выражение лица померкло. И он задавал только один вопрос. Снова и снова. Он действительно выглядит таким грустным? Не злым. Не защищающимся. Просто виноватым. Потому что как защитить кого-то, если ты даже не видел его боли? Как назвать себя самым близким человеком, если незнакомец заметил это первым? И этот вопрос, этот простой, душераздирающий вопрос, меняет все. Потому что внезапно это уже не история о знаменитостях. Это не сплетни. Не кликбейт. Не драма. Это человечно. Слишком человечно. Это о дружбе. О сожалении. О понимании того, что иногда любви недостаточно, чтобы заметить чьи-то страдания. С этого момента студия стала другой. Более тяжелой. Осторожной. Каждый смех казался натянутым. Каждый взгляд был полон беспокойства. Чингук продолжал смотреть на Тэхёна.
Сдержанно. Тихо. Словно он искал подсказки. Искал доказательства. Пытался подтвердить то, что хотел бы скрыть. Но иногда доказательства не нужны. Ты это чувствуешь. В тишине. Вдали. В чьей-то улыбке, слишком идеальной. И, возможно, это самая болезненная правда из всех. Наши кумиры, люди, которых мы называем легендами, всего лишь люди. Хрупкие. Уставшие. Одинокие. Иногда сидящие в темных коридорах, плачущие там, где никто не видит. В то время как мир снаружи кричит их имя. Итак, теперь у нас остаются вопросы. Почему именно сейчас? Почему это всплыло наружу? Была ли это тревога? Или предупреждение? Это всего лишь один момент? Или просто первая трещина в чем-то гораздо большем? Потому что, возможно, это был не первый раз, когда Тэхён плакал. Возможно, это был просто первый раз, когда кто-то это заметил. За каждым концертом, каждой наградой, каждой идеальной фотографией стоит цена. Тихая цена. Плата за сон. За уединение. За эмоциональную свободу. А иногда плата за слезы, которые никто не слышит. И теперь Чингук стоит на перепутье. Между виной. Между печалью. Между желанием вернуться назад и заметить это раньше. Пока весь мир наблюдает. Затаив дыхание. Задаваясь вопросом, сможет ли их связь стать крепче после этого? Или что-то уже сломано? Потому что за сценой, за светом, за аплодисментами есть тени. И иногда эти тени наконец заговорят. Не громко. Не драматично. Но честно. Болезненно. По-человечески. И когда они это делают, мы наконец понимаем то, что должны были знать с самого начала. Кумирам не нужно совершенство. Им нужно понимание. Им не нужно давление. Им нужно пространство для дыхания. Потому что даже легенды тоже плачут.